Привет, любители профессионалы, матерые начинающие конкуренты и заказчики. Сегодня за ролик мы сделаем сразу 3 вещи, при этом постараемся, несмотря на жажду наживы, не вляпаться в криминал. Произведем с вами небольшие замеры и вычисления, предложим это сделать другим и, как говорится в народе, померимся длиной. Замутим челлендж, передадим привет Коляну Подольскому. Покажу, что еще можно найти на металлоприемке. Ну и, наконец, самое трудное, напряжем мозги, вспомним, для чего мы делали все эти приспособы и решим, нужны ли они нам в дальнейшем. Ну а теперь, ребят, самое время обернуться и посмотреть, что же у меня за спиной. Ведь дело в том, что у меня есть довольно старая традиция. Один раз в год, в конце октября, я просто собираю и сдаю весь металлолом, накопившийся за год. Так вот, хотите узнать, сколько отходов набирается у человека, который ежедневно занимается холодной ковкой? Никаких секретов я из этого не делаю, поэтому смотрим внимательно. Полученные цифры, естественно, озвучим. На основании этого косвенно сделаем выводы о том, как прошел этот год. Предложим другим холодноководным блогерам сделать то же самое. И я, ребят, на 100% уверен, что все мастера с большой буквы, которые поучаствуют в челлендже, окажутся совсем с неизвестных каналов. Потому что сделать это могут только те, кто реально занимается горячей холодной ковкой и сваркой, а не продвигает ролики на ютубе. Кстати, у горячекованных мастеров есть большое преимущество. Потому что у них материал, да и сама работа, гораздо потяжелее. Так что, ребят, смотрим внимательно. Я думаю, цифры получатся вполне приличные. Ну а именитые дяди с миллионами просмотров, скорее всего, просто съедут или проигнорят эту тему. Ну а в конце ролика, на зависть некоторым, я покажу вещи, которые еще можно найти на металлоприемке. Возможно, кому-то покажется, что это не совсем отходы. Естественно, если посещать металлобазу раз в неделю и закупать там 3 хлыста, то этот материал вам покажется вполне пригодным. Понятно, я не настолько глуп. Все без разбора я сдавать не собираюсь. Сейчас еще раз тщательно все пересмотрю и приму решение. Ну а все мятые, дефектные и невостребованные запчасти сразу идут в утиль. Коротыши, обрезки и побитые ржавчины туда же. Завитки с дефектами и без, которыми я не нашел применения в течение года, я думаю, дополнят эту кучу. В общем, ребята, основное правило здесь это: не надо ничего жалеть. Так мы металлолом сдадим и освободим место под новую рабочую зону. Ведь теперь у меня появился гриндер и хочется расположить его где-то под руками. Но у нас 10 минут работы и промежуточный результат. Все, что не влезло в эти ящики, просто уходит на весы. Ну вот, в принципе, и все отходы, которые я сумел накопить за целый год. Посмотрим, так сказать, на них поближе и вспомним проекты, в которых они участвовали. Как видим, здесь даже есть грунтованные трубы. Это обрезки с установки. Конечно, в основном все-таки это хлам, но встречаются вещи, у которых некоторых мегаблогеров потекли бы слюни. Я точно знаю, что Колян Подольский сумел бы сварить из этой кучи большое количество непонятных и ненужных вещей и снял бы не один десяток роликов. Но я такой херней не занимаюсь, поэтому извлекать выгоду из этого хлама буду совсем другим способом. А для начала, чтобы все было по-честному для вас и на приемке, просто продыряем 3 обрезанные канистры, которые стояли на улице и набрали воды. Я думаю, от пару килограмм от нас не убудет. Смотрю, ребят, на эту кучу и понимаю, что она гораздо меньше, чем в прошлом году. Кризис, ёпта. Но все равно хотелось бы это понять в окончательной цифре, поэтому быстренько все грузим и взвешиваем. Кстати, все расчеты будем вести от того, что отходы материала остаются где-то около 5%. Естественно, никогда не угадаешь, на каких-то проектах получается сделать больше, на каких-то меньше. Но вещи, которые я разрабатывал сам, получаются практически безотходные. Это мангалы, садовые скамейки и арки. Я думаю, на них влажу в отходы меньше, чем 1%. И именно этот процент и лежит в этих тяжелых маленьких ящиках, где основная длина заготовки не превышает 2 сантиметров. Как бы не было, ребята, трудно, но для чистоты эксперимента я все-таки постарался и всунул всю эту кучу на весы за один раз, приукрасив ее для эстетики валютами, большинство из которых были попросту очень быстро разобраны после моей выгрузки на металлоломе. Так что кто-то на халяву попытается украсить себе калитку либо ворота. Вот такая куча мала, вода у нас за это время слилась. И теперь самое интересное — это чистые цифры. Еще раз проверяем, чтобы с весами все было нормально. И делаем наконец-то контрольный замер.
Итак, ребят, все наши отходы за год составили ровно 400 килограмм. Что, ребята, к сожалению, в разы меньше, чем в прошлом году. Но не будем унывать, а грузим все это в машину и добавляем еще немного. Просто у меня есть небольшое хобби, где побочным эффектом являются вот такие и даже такие вещи. Ну что, ребят, стою, жду выгрузки. Грузился я все-таки за 2 раза, побоялся. Уж больно много чермета скопилось за год. Кстати, вот хотел бы показать. Пока делать нечего. Качество современного металла. 2 дня полежал под дождем перед задачей. И видим, во что он превратился. Все, ребят, выгружаемся. Ну что, ребята, вот я уже и дома. По дороге меня никто не останавливал, поэтому с криминалом сегодня пролетаем. А вот такие плюшки мне удалось выдрать на металлобазе. Сейчас я вам с удовольствием покажу. И первое, что бросается нам в глаза, это вот такая печь с ушами. В принципе, все не работает, заслонки на месте. Единственное, нижняя вроде бы немного надломана. Но ничего страшного, заварим. Довольно тяжелая, добротная, толстостенная вещь, и к ней даже есть колосник. Вторая гораздо легче и тоньше, вот с такой мохнатой штукой. И судя по названию, он, скорее всего, либо литовского, либо латышского происхождения. Присутствует небольшая трещина. Да, еще интересная у нее такая особенность, смотрите, у нее здесь 2 отверстия. И тут сделано что-то вроде вторичного дожига. Кстати, что сделать с одной из этих печек, я уже придумал. Но если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Также я прихватил немного вот таких болтов. Понятно для чего, срезаем шляпку, получается вполне приличная клепка. Правда, размер большой, но для больших изделий вполне подойдет. Понятное дело, никуда не денешься без баллонов, хотя у нас запрещено принимать, поэтому взял их мимо кассы. С газом-то все понятно, а вот такой маленький баллон, кстати, у меня уже есть такой один. Привариваем ручку, делаем переходник, и получается вполне себе приятный, не тяжелый баллон на выезд. Прихватил вот такой топор, пару пружин, все это пойдет в кучу к материалу, который я потихоньку откладываю для изготовления ножей. Ведь у меня же теперь есть новый гриндер. Эти вещи установим и подарим знакомому токарю. Ну и последнее, это 3 куска станины от швейной машины Подольск. Да, они, конечно, не так красивы, как зингер из прошлого ролика, но для изготовления какой-то небольшой садовой мебели вполне подойдут. Так что, как писали в комментариях, пойду их закопаю, чтобы весной снова их найти и выкопать под камеру. Ну а теперь, ребята, какой-то подведем итоги. У нас всего 400 килограмм отходов за год. Если перевести это в 15-ю профильную трубу со стенкой 1,5, то выйдет всего около 660 метров. Вспомним, что брали в расчет 5% отходов и получаем вот такую интересную цифру. 13200. То есть получается, что за год я израсходовал в эквиваленте 15 трубы всего 13 километров 200 метров профиля. А в 20-й трубе и того меньше. В общем, не впечатляет. Но если ты можешь больше, докажи. Ну а на сегодня все. Всем, кому понравилось, ставим лайки, дизлайки, обязательно подписываемся. Дальше, как обычно, всем удачи, здоровья, прорвемся.